большое спасибо за донаты. Стилет ТВ, Зайцев Ромка, Зираэль, Кала и Анонимы. А если вы тоже хотите меня поддержать, то ссылка на донаты в описании. Приятного прослушивания. Тихо, тихо. Итак, лоботрясы, сегодня у нас с вами очень серьезная встреча, и вы можете попробовать угадать, зачем я вас всех здесь собрала. О, господи, кто добавил в этот кофе коньячный сироп? Итак, вы вообще видели наши показатели? У меня иногда складывается ощущение, что единственный, кто работает в этом офисе, не на... Это мой заместитель. И ассистент. Да, Люк? Все верно, милое создание 2003. Да, в любом случае он прав. Нам нужно что-то делать, и делать это надо крайне срочно. Итак, главбух. Какого черта происходит в декларации? Почему ты не досчитал выручки на несколько сотен? Это раз. Какой идиот закупил 5 бутылок коньячного сиропа? Это 2. Почему 85% бухгалтеров опаздывают, либо уходят на час раньше, не доделав работу каждый день? Это 3. Итак, обращение ко всем. Через 2 месяца у нас с вами госконтроль. Через 2 недели у нас заказана аудиторская проверка. Если кто-нибудь из вас будет пойман на нарушении через эти 2 месяца, я лично прослежу за тем, чтобы этот человек выпил залпом все эти 10 литров коньячного сиропа. Данную встречу я собрала не с целью запугивания, а с целью предупреждения. Но к моему заму, разумеется, претензий нет. Он единственный алмаз среди вас, булыжников. Поэтому сейчас вы все встаете со своих удобных кресел и идете работать в свои офисы. Наслаждаясь великолепными звуками строящегося торгового центра, разумеется. Все свободны. Кроме тебя, мой дорогой зам. Ты идешь ко мне. Фух. Ну, как я их? Чего я так зациклена на этом коньячном сиропе? Ну слушай, я еще могла понять кофе с ежевичным сиропом. Да, он на вкус как мыло, но терпимо. И я смогла выжить тот месяц, когда мне приходилось им довольствоваться. Но коньячный? Серьезно? Мы в баре или в офисе? Хотя знаешь, со всей этой ситуацией скоро я буду вместо кофе валерьянку пить. Если к нам еще и прокуратура решит наведаться. Насчет прокуратуры. Точно, ты еще не знаешь. Давай отойдем куда-нибудь в более удаленное место. Я не хочу особо распространяться об этой ситуации. Но спойлер, ситуация действительно очень странная и, я бы даже сказала, страшная. Идем в мой кабинет. Говорим полушепотом. Присядь. Так вот, этой ночью в одной из наших аптек убили фармацевта. Пока что знает только само руководство этой аптеки, ну и мы с тобой, получается. Но самое интересное даже не в факте самой смерти. Это убийство
очень-очень странное. Смерть произошла от потери крови, но крови на месте преступления почти не было. Зато на теле у жертвы были обнаружены странные отверстия, похожие то ли на укусы, то ли на уколы. Я реально не понимаю, что это за ерунда, и почему это решило произойти как раз за пару месяцев до проверки всей нашей организации. Но это чертовски странно. Я клянусь, это выглядит так, как будто какой-то псих, возомнивший себя вампиром, пришел и выпил насухо этого бедного аптекаря. Я же не рассказала еще и про украденный гематоген. Да. Жена этого мужчины, по всей видимости, еще и намерена подать на нас в суд из-за того, что у нас, видите ли, плохая система безопасности. Ситуация еще и усугублена тем, что не уцелело ни одной видеозаписи с камер наблюдения. Что думаешь по поводу всей этой ситуации? Да, жуть уж точно. Это какой-то конкретный завал. Знаешь, для чистоты картины сейчас только не хватает какого-нибудь нового вируса, который высосет все наши ресурсы. Как хорошо, что в 2020-м я не руководила этой компанией. Не представляю, как мой отец тогда справлялся. Вся эта финансовая нагрузка. А у меня тогда на уме было только поступление в университет. Ладно, я просто надеюсь, что все это как-нибудь образуется. А когда-то я ведь просто хотела быть кондитером. Ох уж эти семейные фармацевтические бизнесы. Фе. Ну, зато ты тоже работаешь тут. Хоть что-то радостное в этой череде бестолковых дней среди глупых подчиненных. Что бы я без тебя делала? Если бы ты еще не был таким трудоголиком и больше бы времени проводил со мной. Да, жалко, конечно, что мы с тобой не муж и жена. Даже не парень и девушка. Я это сказала? Да, я это сказала. Тебя это должно было навести на мысль. И вообще, знаешь что? Видимо, не узнаешь. Мне следователь написал. Надо приехать в отделение полиции. Божечки ты мой. Ладно, можешь пока что заняться теми документами, что я тебе отправила. Я думаю, я надолго. Что же, пожелай мне удачи. Надеюсь, меня по дороге не съест какой-нибудь вампир. Или оборотень. Кто знает, кто там в нашем городе еще обитает. Меня после этого случая уже ничего не удивит. Ладно, шучу. Буду ждать готовые файлы и... тебя у двери в мою квартиру. Сегодня в 19:30. Зачем? Ну, как же. На чай? Кофе? Ладно, разговор у меня к тебе есть, но это потом. Все, я побежала. Чао-бао. Привет. Заходи. Я рада, что ты пришел. Правда рада. Идем. И я приготовила пирожное к чаю. Чего я такая хмурая? Да я не хмурая. Просто ситуация такая странная.
Во-первых, это дело по какой-то причине закрыли. Да, знаю, бред полнейший, но никто ничего не хочет об этом говорить. Вот, держи. Это, конечно, выгодно нашей компании, но все-таки это очень странно. Ой. Во-вторых, жена того аптекаря перестала выходить на связь. Просто взяла и пропала. Это определенно какая-то грязная игра. Да, пока что она нам выгодна, потому что чем меньше уголовных дел, связанных с нашими аптеками и лабораториями, тем меньше проверок к нам будет приходить. Но с другой стороны... Мне не нравится, что наша компания будет замешана во что-то криминальное. Потому что если нечто подобное повторится, будет несладко. У тебя есть предложение? Расскажи. Начать самостоятельное расследование, говоришь? Это как вариант. Но проводить его нужно с максимальной осторожностью и не лезть в дела, которые нас особо не касаются. Все-таки у меня нет никакого желания пропадать без вести. Да, есть у меня еще одно опасение. Если информация о закрытом деле утечет в народ, нас с 99% долей вероятности в этом обвинят. Поэтому выяснить, что произошло, нам жизненно необходимо. Хорошо. Я знаю, к кому можно обратиться по этому поводу. Аврора Крисент, помнишь такую? Я отойду. Мне надо сделать небольшой звоночек.